деленное на x. И хотим мы доказать, что когда x стремится к нулю, это равняется а. Ну, давайте сразу здесь это сделаем. Представим это в виде функции e в степени альфа логарифм единичка плюс x. Это то же самое, правильно? Минус 1 поделить на x. X стремится к нулю. Вот. Ну вот это выражение. Чему эквивалент? Видите, оно эквивалентно показателю e, да? Вот. Если бы тут был просто x, то тогда это было бы эквивалентно x. Как и для других эквивалентностей, мы могли бы ее обобщить и написать, что вот это имеет место, если f от x стремится к нулю, когда там x стремится к какому-то значению. У нас f от x как раз таки стремится к нулю. Да? Когда x стремится к нулю, у нас тут логарифм, который тоже стремится к нулю. Поэтому вот это можно записать, что это эквивалентно просто f от x. А что такое f от x? Это альфа логарифм единичка плюс x. Во всяком случае, именно так вы на практике используете эквивалентность. Да? На самом деле можно было здесь перейти к суперпозиции и сделать это немножко аккуратнее, но так тоже, я думаю, нормально. Значит, это равняется пределу альфа логарифм единичка плюс x поделить на x, когда x стремится к нулю. Альфа это константа. Выносим ее за знак предела. Логарифм единичка плюс x поделить на x, когда x стремится к нулю. А такой предел мы в точности уже посчитали. Вот он на самом деле. Это равняется, вот этот предел равняется единице. Значит, это все равняется альфа. Что мы хотели доказать? Так что вот здесь я единственно немножко сократил рассуждение, сразу применив эквивалентность, уже доказанную. Но это, я думаю, вполне допустимо. Вот. Что теперь мы все эти эквивалентности доказали и с полным правом можем их использовать при решении примеров. Еще одну я приведу, не то что эквивалентность, а просто, ну, в каком-то смысле тоже эквивалентность. Способ свести неопределенность одного вида, не очень приятного, к неопределенности более простого вида. Вот у вас часто возникают в качестве таких примеров средней сложности пределы, как говорят, для степенно-показательной функции. Я даже тут не пишу, что x стремится к нулю, это не важно. Вот какой-то такой предел, в котором f от x стремится к единице, когда x стремится к а g от x стремится к бесконечности, когда x стремится к а. То есть это ситуация вот такой неопределенности. Единица в степени бесконечности. Мы привыкли к неопределенностям 0 на 0, бесконечность на бесконечность, а вот тут именно такая неопределенность. Вы, наверное, это уже проходили на практике. Так? Ну так вот, как в этой ситуации действовать? Чему равняется вот эта неопределенность? Оказывается, это можно переписать так. e в степени предел x стремится к а от g от x умноженного на f от x минус 1.
что это уже за неопределенность? Это уже неопределенность получается 0 умножить на бесконечность. Ну, скорее сказать, бесконечность умножить на 0, чтобы тот же самый был порядок. Бесконечность умножить на 0. Как правило, здесь возникает дробь, и эта неопределенность, она превращается в неопределенность вида 0 поделить на 0, или бесконечность поделить на бесконечность. И с ней уже вам гораздо проще работать. Ну так вот, это тоже можно доказать, используя те факты, которые мы уже установили. Во-первых, с чего можно начать? Ну, я не буду это подробно доказывать. Можно начать сразу с того, что вот эту f от x в степени g от x представить в виде e в степени g от x на логарифм f от x. Я тут ничего не изменил, я просто переписал нашу функцию немножко в другом виде. Я имею право это записывать, потому что f от x в окрестности единички определена, там логарифм определен. Вот. Теперь я что могу сделать? Я могу предел внести под знак экспоненты, потому что экспоненты непрерывная функция. И вот в чем будет отличие той окончательной формулы, которая тут у меня появилась. Отличие будет просто в том, что тут у меня будет предел от этого выражения, содержащий логарифм, а тут уже никакого логарифма нет, зато возникает минус 1. Ну так вот, если воспользоваться на последнем шаге вот такой эквивалентностью, а здесь у нас никаких сумм нет, произведения, то вот мы как раз и получим ту формулу, которую я записал. Ну а вы на практике можете ею сразу пользоваться, это стандартная формула. В конце концов, она, как и все эти, вытекает из второго замечательного предела, но коль скоро мы доказали, мы можем уже ею пользоваться без повторного обоснования. Вот очень полезная формула. Очень полезная формула, которая используется в случае, когда вот такая неопределенность. Видите, вроде бы единица, да, единицу куда ни возводи, все равно будет единица. Но тут не совсем единица, да, что-то стремящееся к единице. И вот в этой ситуации может быть все что угодно. Может быть 0, может быть бесконечность, в принципе. Может быть e, может быть e в квадрате, может быть e в минус первой степени. Ну, вы уже, наверное, это замечали. Как может быть 0? Ну, будет это равняться минус бесконечности, и все. А что такого? Ну вот, на этом мы закончили рассмотрение эквивалентностей и закончили бы рассмотрение свойств непрерывности функций в точке. А теперь мы рассмотрим вопрос такой. Ну давайте такой заголовок. Непрерывность функции в целом. В целом. Если о каком-то свойстве говорится, что это свойство в целом, это означает, что оно выполняется для всей области определения. Вот. Так что мы теперь будем рассматривать функции, которые непрерывны не в какой-то отдельной точке, а вот на каком-то множестве. Ну, как правило, на всем множестве определений, на всей области определения. Ну и давайте дадим определение. Пусть f действует из e в f. Говорят, что функция f непрерывна на e. Непрерывна на e. Если f от x непрерывна в любой точке x из e. А что такое непрерывность в точке, мы уже знаем. Значит, f непрерывна на множестве e, если она непрерывна в любой точке этого множества. И вот непрерывные на множестве функций, они обладают рядом очень хороших свойств. Правда, не для любых множеств.
Это так. Важно, чтобы множества тоже обладали определенными свойствами. Вот вы сейчас заметите, это мы докажем 3 теоремы о непрерывных на e функциях, и всюду будем требовать, чтобы функции были непрерывны не где-то там, где угодно на e, а чтобы они были непрерывны на отрезке. А это на самом деле не случайный факт. Чуть позже мы докажем еще один факт, откуда как раз будет вытекать, почему вот именно на отрезке непрерывные функции оказываются самыми хорошими. А пока, значит, просто эти теоремы докажем, не вдаваясь в детали, почему именно вот для отрезка они справедливы. Хотя приведем примеры, вот, которые показывают, что если это будет не на отрезках, а, скажем, на интервалах, то эти теоремы не будут справедливы в общем случае. Значит, первая теорема – теорема о промежуточном значении. Теорема о промежуточном значении. Пусть f определена на отрезке AB. Пусть она на концах принимает значение разных знаков. Я это очень легко могу записать. Вот так. И, конечно, самое главное, пусть f непрерывно на AB. Во всех точках отрезка по условию функция непрерывна. Тогда что выполняется? Как выполняется? Что будет встретиться? Да, то тогда обязательно найдется такая точка С, когда существует С, принадлежащая интервалу АВ. На концах ее не будет, потому что на концах мы знаем, что функция не принимает нулевые значения. Вот, существует такая С, что f от c равняется нулю. Графически это почти очевидно, да? Что означает непрерывность? Что у нас нет никаких разрывов, что мы можем нарисовать график функции, не отрывая, скажем, значит, мела от доски. Но если у нас одна точка лежит ниже оси x, вторая лежит выше, и мы соединяем эти точки каким-то графиком, то хочешь не хочешь, в какой-то точке мы пересечем ось x. Другое дело, как это аккуратно доказать, вот, используя те факты, которые нам уже известны. Значит, вполне очевидная теорема, да, если на картинку посмотреть, но вот надо все-таки аккуратно доказать. Доказательство. Доказательство в данном случае будет, так сказать, конструктивным. Мы не просто докажем, что точка С существует, но еще и опишем некий процесс, который нам позволит эту точку найти. Правда, в некоторых случаях этот процесс потребует бесконечного количества шагов. Но мы можем сказать так, что за конечное число шагов мы сможем получить очень хорошее приближение к этой точке. Так что и на практике, в принципе, этот способ можно использовать, хотя есть и более быстрые, и более эффективные. Половинного деления? Да, конечно. Так, доказательства. Будем выполнять деление исходного отрезка и всех других отрезков, которые будут получаться, пополам. Вот. Рассмотрим точку, давайте, С я уже занял, пусть это будет D. А плюс B пополам. Может, нам сильно повезет, и окажется, что в этой точке функция равняется нулю. Скорее всего, конечно, не повезет, но вдруг. Если это равняется нулю, то мы нашли требуемую точку, и доказательство закончено. Значит, в дальнейшем считаем, что нам не повезло. Считаем, что f от d не равняется.
Если f от d не равняется нулю, то оно или положительное, или отрицательное. Так? И на концах у нас значения разных знаков. Поэтому обязательно на одном из двух получившихся отрезков половинного размера у нас функция будет по-прежнему иметь на концах разные знаки. И вот здесь видно, что это для первого отрезка. Да? Вот здесь был минус, здесь был плюс. В середине оказалось, что опять плюс. Да? В любом случае мы сможем выбрать такой отрезок половинной длины, на концах которого функция принимает значения разных знаков. И давайте обозначим такой отрезок через А1, Б1. Писать, как мы его выбираем, долго, а вот на словах сказать просто. Да? Выбираем тот отрезок, для которого, опять же, на концах функция принимает значения разных знаков. Это обязательно можно сделать. Значит, одним из его концов будет обязательно d, а другим или a, или b исходно. Ну, теперь уже этот отрезок, вот это у нас теперь a1, b1. Теперь его делим пополам. Какой-нибудь там d1 берем, равный a1 плюс b1 пополам. Может быть, нам опять повезет. И в этой точке мы получим значение 0 нашей функции. Тогда мы заканчиваем наши действия, говорим, что все, доказали мы, нашли 0. Если не повезло, если опять-таки f от d1 не равняется 0. Вот тут, видите, не равняется. Но теперь уже в этой точке у нас отрицательное значение. Значит, мы выбираем отрезок a2, b2 по-прежнему так, чтобы на концах, собственно говоря, это можно написать, да? f от a1 умножить на f от b1 меньше нуля, и f от a2 умножить на f от b2 меньше нуля. И это будет выполняться всегда, на каждом шаге наших действий. Значит, вот это уже будет a2 и b2. Ну и мы получаем последовательность вложенных, или более того, стягивающихся сегментов. Да? Получаем последовательность стягивающихся сегментов А, N, B, N, таких, что, ну, вы не должны это забыть, потому что вы готовитесь к коллоквиуму, да? Это вам должно сниться наряду с остальными вещами, которые надо на коллоквиуме решать. Как они стягиваются, да? Значит, вот последовательность стягивающихся сегментов. Почему они стягиваются, понятно. Потому что bn минус an это есть b минус a, деленное на что? На что? На 2 в степени n. Это видно вот отсюда, да, если у нас a1, b1, то это как раз отрезок в 2 раза меньше по длине, чем исходный. Там двойка появится. Потом 4 раза будет и так далее. Это стремится к нулю. Вот. Повторяю, если на каком-то этапе при построении очередной средней точки мы получим 0, то на этом заканчиваем наши действия и считаем теорему доказанной. Но может, конечно, оказаться так, что ни на одном из этого бесконечного количества этапов у нас нуля не будет. Вот нам нужно доказать, что в этом случае все равно найдется точка, в которой функция обратится в 0. И что это будет за точка? Какая у нас была теорема о стягивающихся сегментах? Найдется такая точка C, что она принадлежит всем сегментам ANB. Найдется такая точка C. Она, очевидно, тоже принадлежит нашему сегменту. Это очень важно. Она принадлежит нашему сегменту и таким образом входит в область определения нашей функции. В ней функция непрерывна. Так? Раз мы потребовали, чтобы функция была непрерывна на всем сегменте, то она и в этой точке будет непрерывна. Вот нам осталось доказать, что в
в этой точке функция обращается в 0. Как это мы докажем? Ну вот, давайте сделаем. Тут такая вот хитрая вещь. Мы рассмотрим две последовательности. Во-первых, посмотрите. Совершенно очевидно, что АН стремится к С, БН стремится к С. Согласны? Это же стягивающиеся сегменты. Если мы перемешаем эти элементы А1, Б1, А2, Б2, А3, Б3, мы недавно перемешивали, да? Вот если мы такую последовательность рассмотрим, будет она стремиться к С? Куда она денется? Конечно, она будет стремиться к С. Это легко доказать, если рассмотреть любую окрестность точки С, то в нее попадут и все элементы из А, кроме, быть может, начального количества, и все элементы из Б, кроме, быть может, начального количества. То есть, опять же, все элементы и этой последовательности, кроме каких-то начальных элементов. Мы это уже делали, когда доказывали критерий Каши для функции. Значит, это последовательность, которая мне, честно говоря, сама по себе не нужна. Вот, но она мне пригодится все-таки, она тоже стремится к С. Я даже не буду ее специально как-то называть. А я введу вот какую последовательность. Я сейчас введу две подпоследовательности вот этой последовательности. Подпоследовательность xn'. Значит, из каждой пары элементов с одним и тем же индексом я буду выбирать один элемент, или А, или Б. Но как? Вот как. Я буду выбирать тот элемент, на котором функция f принимает отрицательное значение. Я имею право это сделать, потому что для любой такой пары на одном элементе функция отрицательная, на другом положительная. Правильно? По построению. Так? Один человек согласен. Это хорошо. Остальные тоже согласны? То есть я пишу так. Это или АН, если f от АН меньше нуля, или БН, если f от БН меньше нуля. Я могу построить такую подпоследовательность. Это действительно подпоследовательность вот этой последовательности. Раз она подпоследовательность, то xn' стремится к С. Ну, это я пишу справа налево. Ну ладно. Теперь я веду последовательность xn', в которую включу все остальное. То есть те как раз элементы из каждой пары, в которых функция f положительна. Значит, это или АН, если f от АН больше нуля, или БН, если f от БН больше нуля. Это тоже подпоследовательность нашей вот этой перемешанной последовательности. И поэтому она тоже стремится к С, когда n стремится к бесконечности. Ну, пока понятно, да? Пока понятно. Чем же дело закончится, да? Чем же дело закончится? Может, вопросы какие-то появились? Давайте сейчас их сразу обсудим. Я хочу рассмотреть вот предел такой последовательности. Предел f от xn, когда n стремится к бесконечности. xn'. У нас функция f непрерывна в любой точке сегмента. В частности, она непрерывна в точке c. Когда x стремится к c, f от x равняется f от c.
Правильно? В силу непрерывности функции. Ну, а если мы имеем предел функции в точке С, и если у нас есть последовательность, которая стремится к точке С, то чем будет равняться предел последовательности? Предел функции. Это вот тот самый критерий, с которого мы начали функции изучать. Согласны? Согласны. Хорошо. Абсолютно то же самое я могу написать здесь. Согласны? Ну и что же нам осталось сделать? Что же нам осталось сделать? Смотрите. По построению последовательности xn' я имею право написать f от xn' меньше нуля. Да? Для любого n. Правильно? По построению. Я все эти элементы выбираю так, чтобы они функция f переводились в отрицательную. Что теперь сделаю? Я перейду к пределу, когда n стремится к бесконечности. Переход к пределу неравенства. Я только что доказал, что предел существует. Что отсюда следует? Если f от xn стремится к f от c, то какое будет неравенство? c какое? Меньше или равно? Да? Не забывайте, что при переходе к пределу строгое неравенство заменяться должно на нестрогое. Не обязательно, что предел будет тоже меньше нуля, но уж точно он будет меньше или равен нулю. Так, это с одной стороны. А теперь давайте я рассмотрю f от x 2 штриха. Тут все элементы больше нуля. Все элементы больше нуля. И опять же перейду к пределу. Я знаю, что тут тоже существует предел. И по теореме о переходе к пределу неравенства для последовательности это больше равенства. То есть я одновременно, видите, это одно и то же значение. Я одновременно доказал, что f от c и больше или равно нулю, и меньше. Это возможно только в том случае, когда f от c равняется. Вот теперь мы это доказали. Хотя, конечно, посмотреть на картинку и провести линию было бы гораздо приятнее. Можно вопрос? Да. А в конце по теореме о непрерывности вещественных чисел можно было? А где вы тут видите множество? Ну, у нас же под множество xn штрих и xn 2 штриха. Там, понимаете, там существует какое-то число c, никак не связанное с этими двумя множествами. Правда? Оно просто находится между ними. А мы хотим вот для конкретного f от c что-то доказать. Ну, я боюсь, что тут это не получится. И не нужно. Тут главное, что предел существует, и он равняется одному и тому же. Да? Потому что вот эти множества, то, что они разделены, это так. Но они могут быть разделены сильно, да, и между ними может быть несколько точек, правильно? А нас интересует одна конкретная, вот, которая оба сходятся и что вот. Ну хорошо. Можно вопрос? Давайте. Вот еще раз, можно увидеть, почему равняется f от c именно Ну вот с этим вы согласны? Вот это понятно почему? Это по непрерывности в силу непрерывности f в любой точке сегмента. Вот смотрите, f непрерывно на сегменте. Это означает, что в любой точке сегмента у нас непрерывность есть. Значит, в точке c тоже есть. Так? Ну и значит, в точке c можем переходить к пределу, и предел будет равняться значению. Но тут, кстати, важно, что это именно сегмент. Да? Потому что если бы у нас это был не сегмент, а, скажем, интервал, то вот эта вот общая точка могла бы не попасть на этот интервал, да? Не попасть вообще
в область определения функции, у нас бы ничего не вышло. Но поскольку у нас именно сегменты стягивающиеся, то общая точка тоже в этом сегменте лежит. Значит, она входит в область определения функции f. Значит, в этой точке функция непрерывна. И вот именно это позволяет нам закончить доказательство. Эта теорема допускает очевидное обобщение. Не обязательно промежуточное значение должно быть нулевым, правда? Вот давайте рассмотрим следствие из этой теоремы. Следствие из этой теоремы. Когда у нас звонок, кстати? 35. Ну прекрасно. Значит, АВ функция определена на сегменте. Функция непрерывна на сегменте. И пусть у нас есть вот это значение этот А, это значение этот Б. Не буду я их специально как-то уточнять. Значит, пусть у нас есть некое число D, которое находится где-то между значениями f от A и f от B. Единственное, в чем тут проблема в нормальной записи, я не знаю, что больше, f от A или f от B. Поэтому я напишу так. Либо f от A меньше строго D меньше f от B. Это если f от A меньше, чем f от B, в тот случай, который я нарисовал на картинке. Либо f от A больше D больше f от B. Но это если на самом деле f от B меньше, чем f от A. Да? Вот либо это выполняется. Выполняется, конечно, одно из этих двух. Два сразу не могут. Вот. Ну, отсюда уже вытекает, что f от A и f от B разные. Я это даже писать не буду. Тогда существует такое c на интервале AB, что f от c равняется d. Вот. То есть обязательно найдется какая-то точка уже на оси x, вот это d у меня, да, которая переводится вот в эту точку d. Как будет действовать? Как будем действовать? Будем действовать так. Введем вспомогательную функцию. Введем вспомогательную функцию g от x равную f от x минус d. И давайте для определенности считать, что выполняется первое соотношение. Пусть выполняется соотношение 1. Просто для определенности. Давайте мы из этого соотношения вычтем d. Да? Вот. Вычтем d отсюда, отсюда, отсюда. Ничего не изменится. Да. Получается, что функция возрастает. Ну почему возрастает? Не обязательно. Для определенности Это просто означает, что на левом конце она принимает меньшее значение, чем на правом. Не все. Как она ведет себя здесь, совершенно не важно. Главное, что она непрерывна. Вычтем. Кстати, никто не утверждает, что единственная точка такая найдется, в которой f от c будет равно d. Может, их будет и много. Да? Собственно говоря, вот тот метод половинного деления, который мы описали, у него есть один недостаток. Если мы ищем какой-то корень на сегменте, и на этом сегменте имеется несколько корней, то на какой корень мы попадем, в итоге мы не знаем. Да? Может на один, может на другой. Вот. Так, значит, во что тогда превратится первое неравенство? f от a минус d меньше нуля, меньше f от b минус d. Правильно? Согласны? Вычли просто
вот это число минус b. Вот. То есть g от a меньше нуля, а g от b получается больше. Если бы мы вместо первого случая взяли второй, мы бы получили какую ситуацию? G от a больше нуля, больше g от b. Это для второго случая. Аналогично можно было получить. Функция g от x непрерывна, как разность двух непрерывных функций. И она на концах принимает разные значения разных знаков. Значит, к ней мы можем применить саму теорему о промежуточном значении. Значит, для функции g обязательно найдется такое c из интервала b, что g от c равняется нулю. Да? g от c равняется нулю. Вспоминая, что такое g от x, мы получаем g от c равняется f от c минус d равняется нулю. Вот. Значит, f от c равняется d. Вот таким вот. Я так еще не доказывал, да? Я писал слева направо, справа налево, а теперь я вообще уже по спирали стал. Для разнообразия. Значит, еще раз. Ввели мы функцию g. Очень просто. Собственно, мы осуществили сдвиг, да, графика вниз. И заметили, что если так ее ввести, то на концах наша функция g будет принимать разные знаки. Что в этом случае, что в этом случае. Раз она принимает разные знаки и вдобавок непрерывно, в силу непрерывности f, то мы к ней применяем теорему о промежуточном значении, получаем, что в ней обязательно в интервале найдется c равное нулю, переводящаяся функция g в 0. Это то же самое, что f от c будет переводиться в 0. Доказали? Доказали. Даже еще у меня время есть. Что? Следующие у нас будут две теоремы, такие парные теоремы. Они тоже названы в честь Вейерштрасса. Ну, тоже, потому что у нас уже была одна теорема в честь Вейерштрасса. Две теоремы Вейерштрасса о непрерывных на отрезке функций. Ну, по крайней мере, сформулировать первую теорему я успею. Можно еще раз? Да, теорема Вейерштрасса о непрерывных функциях. Теорема Вейерштрасса о непрерывных функциях. Очень коротко. Первая теорема Вейерштрасса очень коротко формулируется, как и вторая, впрочем. Если функция непрерывна на сегменте, то она ограничена на этом сегменте. Вы скажете, ну так и что тут такого, да? Все понятно. А как еще может быть иначе? Да, может. Если мы вместо сегмента возьмем интервал, то эта теорема уже не будет верной. Очень простой пример. Смотрите. Функция f от x равная единичка на x. На интервале от 0 до единицы. Ну, даже я могу полуинтервал взять. Единица меня устраивает, ничего плохого не происходит. Да? Вот так ведет себя функция. И эта функция непрерывна в любой точке своей области определения. В любой положительной точке она непрерывна.
например, как частная двухнепрерывная функция. Да? Она в нуле не определена. Там о непрерывности говорить нельзя. Но на интервале она непрерывна. Но является ли она ограниченной? Видите, она не является ограниченной. Мы не можем найти какую-то точку n и сказать, что вот для любого x из этого интервала у нас значения функции будут меньше, чем m. Какую мы точку m не взяли, все равно найдется очень близкая к нулю точка, в которой функция f будет больше, чем m. То есть, видите, на интервале или полуинтервале, даже если функция непрерывная, казалось бы, хорошая, она на самом деле плохая, да? Она является неограниченной. Для того, чтобы непрерывная функция в целом обладала хорошими свойствами, надо, чтобы она была не просто хорошей, чтобы она была непрерывной на всем e, да? Но чтобы e еще было хорошим. Чтобы e было, скажем, отрезком. Вот тогда действительно она будет ограничена и еще кое-что. Ну вот, докажем мы это через неделю. А на сегодня